Всем привет! Это 31 выпуск подкаста allgames.ru, и с вами его ведущий Виржил и Димаус. В этот раз мы решили вернуться к теме музыки на классических компьютерах. В этот раз мы решили взять такой 8-битный компьютер, как ZX Spectrum. Ну и для этого у нас есть специальный гость, который поможет нам рассказать о музыке, поскольку... Эксперт и знаток. Да, который написал плагин вот этого чипа звукового для ZX Spectrum. Вряд ли кто-то может лучше, наверное, рассказать о звуке на этом компьютере, главное, чем он. Этот выпуск давно нами планировался вообще. Вот, приветствуем TrueGru, или TrueGru, как правильно. Здравствуйте, я сам, честно говоря, не знаю, я всегда писал свой ник, никогда его не слышал, в общем-то. Всем привет. Да, итак, TrueGru, скажи, какой твой первый опыт с этим компьютером? Как ты с ним вообще познакомился? Это было в далеком 92-м году. Купила мне его мама в магазине «Зенит» в городе Москве. Где-то, наверное, полгода я не мог запустить ни одной игры. Наверное, многие знают, что на обычном спектруме игры загружаются с кассет на магнитофонной ленте. И, так сказать, если правильно не выставить громкость, уровень громкости, то ничего не заработает. Ну вот я тогда был неискушен в этих делах и только вот забавлялся бейсиком целых полгода. Потом мне загрузилась игра, ну потом пошло. Ну, так сказать, бейсиком я с тех пор уже был отравлен и в конце концов стал еще и программистом. А что касается музыки, раз уж у нас выпуск музыкальный, я всегда завидовал обладателям ZX Spectrum 128, модели которой, как тогда говорили, был музыкальный сопроцессор. Ну, музыкальный сопроцессор — это слишком сильно сказано. Маленький чип, программируемый генератор звука, AY. Так вот, у меня его не было. У меня был обычный Spectrum с бипером. Вот то, что как раз называется однобитная музыка. Да, ну как PC-спикер. Ну да. А вот на обычном спектруме он появился в 1982 году. Это как раз год выхода оригинальной модели. А он, интересно, чем-то отличался от спикеров в IBM-овских компьютерах? Ничем он не отличался. Собственно, единственное, что вот на Spectrum, пожалуй, по-моему, третий компьютер, где появился бипер, вот из таких домашних игровых. Apple II, IBM PC и потом как раз Spectrum. Вот чем интересен бипер именно на Spectrum, это как раз то, как, собственно, разработчики с ним обращались. Я бы сказал, что, так сказать, наиболее изощренным образом. То есть даже на IBM PC такого, в общем-то, не было. На IBM PC мы можем услышать цифровой звук через бипер. А на Spectrum, помимо этого, были еще так называемые проигрыватели многоканальной музыки, или синтезаторами даже их можно назвать. Когда, что называется, программным образом люди научились синтезировать различные тембры, ударные и так далее. И все это вот... Ну, на низком уровне это просто 0 и единица. То есть включить динамик, выключить, все. И вот из этого получались такие вот композиции. Много каналов, много тембров. Может быть, проиллюстрируем это дело какой-то Хорошо, мы проиллюстрируем. какой-то игрой. Да? Сначала, наверное, надо немного сказать, что это за компьютер был, чтобы тем, кто не знает. Вот, как правильно ты сказал, он действительно появился в 1982 году и, собственно, составлял конкуренцию таким компьютерам, как Commodore 64, Amstrad чуть позже появился в этой же самой категории. То есть, что он умел вообще? То есть, он представлял из себя такой формат, где клавиатура, и в ней содержится вся уже процессор, память и так далее, вся периферия. Там был процессор Zilog Z80 скоростью в 3,5 МГц. Там стояло от 16 до 128 килобайт памяти. Стандартно было 48 в этих изначальных моделях. Разрешение экрана составляло 256 на 192 точки. Это, соответственно, в режиме графическом был еще текстовый, но, понятно, мы про него сегодня не будем говорить. И палитра была условные 16 цветов. На самом деле там было 7, 2 вида яркости у каждого. Палитра там достаточно такая была кислотная, я бы сказал. То есть использовались контрастирующие цвета, как это было, например, в CG-режиме на компьютере. Только здесь, естественно, было больше. По поводу графики, ведь чем характерен именно Spectrum в плане графики? Там было применено оригинальное техническое решение. Цвет задавался для знакоместа. Цвет, так сказать, 2 цвета могло иметь знакоместо. Соответственно, вот эта вот квадратность такая вот цветовая, которую мы видим на картинках со Spectrum, это как раз результат экономии видеопамяти. Знакоместо я сейчас не помню, сколько пикселей, но
так сказать, достаточно такой порядочный размер. Понятно. Да, ну вот и звук изначально был одноканальный спикер, потом проапгрейдили до трехканального чипа AY, который использовался и в других системах, например, на Atari ST, уже более позднем и более продвинутом компьютере. Еще интересный момент, что если заглянуть в Википедию, там не найдете даты его производства. Непонятно, когда же он был, говорит, в конце 70-х. Есть, правда, косвенные какие-то сведения. Например, документация, которая доступна в интернете, она датируется 79-м годом. То есть это такой старый, на самом деле. Да, не первый, конечно, этот чип, но один из самых старых. И вроде как его даже делали специально для приставки Mattel. А это кто производитель-то? По-моему, американцы все-таки. Ну и да, действительно, он был сначала использован на игровых автоматах, потом, конечно же, Spectrum, Yamaha MSX, Atari ST, Amstrad CPC. Вот как. Помимо оригинальных спектрумов, которые выпускала фирма Sinclair в Великобритании, было несколько вариантов, которые производились по лицензии. То есть, когда фирму Amstrad купил в 1986 году, да, они приобрели права на их выпуск, и тоже у них были разные различия от этих моделей, которые выпускались они после этого. То есть там был, например, встроенный флоппи-дисковод вместо кассет, способный запускать альтернативную операционную систему и другое. Ну, это нормально для компьютеров, которые достаточно долго выпускались. Сначала они, значит, там на кассеты, потом дискеты. Ну, как Commodore. Но это не Commodore, это уже, как бы сказать, по другой марке он выходил. Вот. Также вторая была фирма, которая по лицензии, это Timex, американский производитель компьютеров. И там тоже были внесены определенные изменения в операционную систему, улучшенные параметры экрана, был добавлен разъем для картриджа и другое. Вот. Но, я думаю, для нас самое интересное возникает то, что у нас, на самом деле, ZX Spectrum никогда не было в нашей стране, а у нас были его нелицензионные клоны, произведенные пиратским способом. Их было очень много. Вот некоторые названия сейчас скажу. Пентагон, Хоббит, что там еще? Ленинград, да, дофига их там было. было. Да. Кворум, даже Москва. Вот, всякие ATM Turbo, Byte, Delta S. А мы его вот так и не назвали. У меня был клон Спектрума под названием Dinael Electronic. Достаточно редкая модель. Чем-нибудь отличалась, нет, от стандартной? Да, в принципе, нет. Самое плохое, что могло быть, это несовместимость, серьезная несовместимость с оригинальным спектрумом, такая, что какие-то игры могли не работать. Ну, у меня такого, я, насколько помню, не было. Это была частая проблема, что они были не до конца совместимы, вот эти клоны? Ну, достаточно, я так понимаю, да, по крайней мере, для первых моделей клонов. А где они вообще у нас применялись? То есть это были сугубо какие-то домашние компьютеры для развлечений, или они использовались там в офисах, или еще для чего-то? Ну, конечно, для развлечений. Это в основном люди сами себе паяли. Собственно, радиолюбители того времени с удовольствием этим делом занимались, потому что схемы были и в журналах. Да, для работы обычно покупали дорогущий IBM PC. Да, да. Вот такой вот был компьютер. Может быть, еще все-таки несколько слов сказать об AY, в том смысле, что какие у него были возможности. Хорошо. 3 генератора прямоугольных импульсов, то есть 3 канала. И отдельно генератор шума и генератор огибающий, который можно было подмешивать к этим 3 каналам. Именно огибающий как раз это изюминка этого чипа. Музыку для огибающей писали не так много композиторов. То есть в игровой музыке она не так часто встречалась. А вот дальше на демосцене тут много наших отечественных российских музыкантов. Ну, много, это, конечно, сильно сказано. Но вот 2 имени NQ, MMCM, это вот люди с демосцены. Они замечательно использовали эту самую огибающую. А вот с точки зрения игр можно как-то это проиллюстрировать нам сейчас? А вот боюсь, что нет. Я вот практически все игры, которые вот у нас есть, по-моему, они сильно огибающие не используют. Странно, почему? Это ведь такой достаточно стандартный А дело в том, что... часть синтезатора. В чем нюанс? Как огибающая, эта штука малопригодна. А вот как генератор пилообразных и, так сказать, таких импульсов, ну, короче говоря, тембров отличных от прямоугольных тонов, вот тут она хороша. То есть на ней можно делать разные звуковые эффекты, бас на ней интересно получается. Вот такого плана вещи. И еще интересный момент, тоже, так сказать, из изюминок, это одновременное звучание бипера и AY. Можно еще как бы добавить какой-то канал типа. Ну чего, наверное, перейдем, да, к самим играм. Да, и первая у нас сегодня эта игра Fairlight, такая аркадная адвенчура в изометрической перспективе.
Такое называли еще 3D в те годы. Надо сказать, что вот именно на Спектруме было особо изобилие вот таких игр. Ну и смотрится, на самом деле, с учетом возможностей Спектрума, смотрится вот эта изометрия достаточно приятно. То есть графика, здесь монохромный режим используется. Вот, при этом разные комнаты имеют разный набор цветов, как было популярно делать в ранних черно-белых фильмах. То есть накладывать такие не цветные, как бы сказать, оттеночные вот такие ставить фильтры, чтобы разные сцены выделять в разные цвета. Графика здесь четкая, прорисовки никаких претензий нет. В то же время видно, что, например, она тормозит, когда есть какие-то спрайты на экране. Когда персонаж один и никого нет, то бегает быстрее. В этом смысле вообще Spectrum сейчас вот если в него играть, то это достаточно тяжело, именно потому что все это дело подтормаживает, немножко прорисовывается там не моментально. Да, все-таки Spectrum это был бюджетный компьютер даже на момент выхода. Не стоит об этом забывать. Да, то есть здесь нужно делать скидку на возможности, на время и на то, что как бы люди тогда только начинали все это. С точки зрения графики, конечно, Commodore покруче. И даже вот с точки зрения выбора цветов, там такие они более мягкие и не так режут. И то же самое может быть и со звуком тоже. Вот многие музыку со спектром воспринимают как голова сразу начинает болеть и так далее. Все это резко такое. Про графику я согласен, потому что здесь палитра, я не видел, чтобы она где-то мягкая была. Здесь такие яркие цвета выбраны, и они все очень контрастируют друг с другом. Так это нормально, раз такая палитра. Все-таки палитра это одно, а разрешение тоже влияет, что называется, на восприятие. И такие вот монохромные игры на спектруме часто просто симпатичнее выглядят. Знаете, иногда похоже даже на какой-то вот такой комикс черно-белый. Вот была такая игра, по-моему, испанская тоже. After the War, по-моему, называлась, где просто идет герой по какому-то, по-моему, разрушенному Нью-Йорку и всех побивает. Очень симпатичная черно-белая графика. И вот это вот разрешение более высокое, мне кажется, оно как бы выгодно отличается именно на спектруме по сравнению с Commodore. Кстати, вот Firelight выходила тоже на Commodore, выходила на Amstrad CPC. Более известно все-таки на спектруме. О чем здесь идет речь? Здесь мы играем за некого героя с мечом, который должен найти книгу света и помочь своему другу-волшебнику бежать из замка Аварс. Вот, то есть все происходит дело в замке. В этом смысле вот мне показалась игра очень похожа на всякие побеги из тюрьмы и так далее. The Great Escape и прочие игры. Практически та же механика, но единственное, что все это в фэнтези-антураже проработано. То есть в этом смысле, то есть это не просто маленькие уровни, а действительно такой замок. Мне здесь запомнилось то, что взаимодействие с окружением, то есть можно передвигать мебель, брать и выбрасывать предметы на уровне, оставляя их. На этом построен геймплей, это такой, в основном это пазлы, где надо что-то брать, что-то куда-то нести и что-то где-то применять. Как это обычно в адвенчурах используется. Как-то так. Знаете, в те времена были популярны каталоги игр для спектрума. И вот читаешь так очередной каталог, и какое-то интересное описание игры. Вот как раз Firelight была одна из таких вещей, в которых очень хотелось поиграть, и я запомнила в описании, говорили о специальном графическом движке, как там назывался, Гракс, по-моему, который автор изобрел, вот этот изометрический, который позволил просто вот каких-то сотнях байт укладывать эти комнаты, как это все было замечательно. То есть вот это какой год, по-моему, 86-й или 85-й. Уже видите, в те времена говорили о движках. Потому что если бы уровни не упаковывались вот таким образом, то они просто не влезли бы в память, ограничены очень сильно. Поэтому я и говорю, что вот впечатляет именно размах игры, что там много-много всего, и все это могло идти на таком вот компьютере с маленьким количеством памяти. Что можно сказать здесь о музыке? Во-первых, это бипер, да, во-вторых, примечательно тем, что это похоже на какую-то средневековую в чем-то. И она очень известна, многие не знают даже, откуда она происходила, и она, насколько я понимаю, использовалась еще в некоторых играх, демках. Сложно установить оригинальность. То есть, да, ты говорил, что она в этом самом
Wizardry, да? Угу. Да, 85-го года вот это как раз. И Грады там тоже 85-го. Да, непонятный, так сказать, товарищ. Ну, то есть, да, она как-то звучит в стиле какого-то ренессанса, может быть. Как такая, не классическая, я бы сказал, а более популярная музыка. Ну, собственно, там используют те же приемы для того, чтобы создать такое подражание многоголосию. На самом деле, тут играет всего одна нота в один момент времени, но из-за того, что они как бы смешиваются, то есть бас и мелодия, то есть эти музыкальные паузы, они практически отсутствуют, они заполнены, создается такое ощущение наполненности. Да, да. Ну, технически, конечно, это достаточно примитивная вещь в плане воспроизведения. Действительно, однотонный просто звук, но мелодия симпатичная. И действительно, я согласен. С одной стороны, вроде как под старинную, но именно стилизованную, потому что там есть такие обороты довольно такие современные тоже. Собственно, больше, по-моему, нечего о ней говорить. Тем не менее, она популярная, на нее даже есть ремиксы. Может, не на конкретно Fairlight, но вот на Wizardry я точно видел, что они даже издавались на диске в каком-то сборнике. Да, давайте перейдем к следующей игре. Это будет Bionic Commando, классический аркадный хит от Namco. Платформер такой, в котором одна рука у героя может выстреливать и притягиваться к разным поверхностям, либо к противникам. Тем самым он может раскачиваться, подтягиваться, но прыгать он не может. Достаточно популярная была игра. Даже вот в конце 2000-х вышел ее ремейк. Чуть позже и даже новая 3D-игра на эту тему. Но мы рассматриваем именно версию со спектрума. Ну да, для меня, например, самое важное в этой игре то, что музыку для нее написал Тим Фолин. Ну, это мой любимый композитор для игр. Ну, надо сказать, что вообще-то Y Тим Фолин недолюбливал. В каких-то интервью он даже его сравнивал качество звучания этого чипа. Он говорил, на уровне дверного звонка. Но, тем не менее, несколько интересных очень вещей для Y он написал, вот именно для спектрума. Ну, а если вы хотите послушать действительно его шедевры настоящие, это, конечно, то, что было сделано для Бипера. Ну, а в Bionic Commando там мы услышим классического Тима Фолина. То есть, это его такой фирменный прием, когда начинается все достаточно просто и незатейливо, а потом переходит в нечто такое. Ну, видимо, так сказать, его, что называется, музыкальная школа, образование его повлияли. Я имею в виду школы просто то, как он, так сказать, на чем он вырос. А это, в первую очередь, наверное, прогрессивный рок, такие интересные какие-то вещи нерядовые, фьюжн и классическая музыка, академическая. Это все, конечно, дало вот такой вот результат необычный. Ну, я думаю, понятно, что к Тиму Фолину я к его творчеству не равнодушен. Это да. Здесь, мне кажется, какой-то основной мотив, это какая-то руба или что это называется? Ну, такая веселая какая-то. Я думаю, что действительно взята из каких-то этих самых бразильских, там, я не знаю, вещей. Не факт, что бразильских, просто какой-то очень приевшийся. Клише. Да. Вот, кстати, хотел здесь добавить вот насчет этой игры самой. Ну, если кому-то захочется поиграть, сайт, на который нужно идти, чтобы взять эти игры, это World of Spectrum, крупнейший сайт в мире по играм ZX Spectrum. И вот эта вот конкретная игра, Bionic Commando, она там закопирайтена. То есть они до сих пор не дают ее скачивать. Пришлось там где-то рыться. Да, вот такой интересный факт. Вот это жадность. Это жадность 80-го уровня. Версия для ZX Spectrum, она, мягко говоря, проигрывает там другим вариантам этой игры. Ну, понятно, аркадный-то вариант вообще на голову выше всего. Что тогда был? Ну, про Тима Фолина вообще можно сказать, что ему не везло с играми. То есть музыка замечательная, а игры так себе. Ну, вот как раз один из примеров. Но тут именно касается конверсии для Spectrum. Угу. Так, ну давайте тогда к следующей игре перейдем. Раз мы тут про музыку все сказали. Это другая кроссплатформенная игра, правда, на этот раз уже вышедшая на домашних компьютерах. Beyond the Ice Palace. То есть еще одна платформенная аркада, вышедшая тоже на нескольких системах. Фэнтезийная тематика на этот раз. Вот, и здесь уже композитор Дэвид Виттекер. Это другой достаточно известный про автор, которого мы тоже рассказывали. Тех времен. 80-х, начало 90-х. Давай сначала про саму игру, да? Кто-нибудь про нее может что-нибудь сказать? Ну, платформер достаточно простой, аркада.
Вот, я в нее немножко поиграл, и она меня достаточно сильно выводила из себя, потому что очень криво, и, ну, короче говоря, я ей 1 балл поставил в своей шкале. Ну, Жестоко. ну, опять же, музыка хорошая, игра так себе. Я, честно говоря, очень смутно ее помню. Играл как раз вот в те времена, когда у меня был Spectrum. Ну, по-моему, там было очень много экранов, чем она вроде как была интересна. Ну, к сожалению, вот мне не хватило терпения просто дойти до каких-то там... Там вылезают всякие... Rage Quit был, да? Да. А вот что касается музыки, ну там, конечно, этот вот самый Дэвид Вистейкер. Ну, один из самых известных композиторов той эпохи. Конечно, там оркестровка такая, если можно так назвать, очень серьезная. Там запоминающиеся мелодии, во-первых, Да. как это у него часто. Трек, на самом деле, достаточно простой, потому что там особо ничего нет, по кругу крутится вот это самое какое-то залупа, или как правильно сказать. Где-то 30 секунд, мне кажется, он идет. Нет, Там сам есть трек небольшие- занимает около 5 минут, но он за счет вот этих вот каких-то повторов, Ну, за счет повторов там и 5 минут И- набралось. не только повторов, а вот такие там еще есть без мелодии вставки. Я бы сказал, что это в его стиле, потому что мы какие-то другие слушали его композиции, там тоже были какие-то такие мелодии, достаточно Ну да, надо запоминающиеся. вспомнить Но этот самый достаточно они Shadow of были the такие, Beast. короткие. И там идей на одну композицию было не очень много. Зато очень плодовитый автор. Да, вот я сейчас смотрю его лист на Moby Games, где все его заслуги записаны. Тут очень прилично, тут с 84 года. И последний он записан как игра Xenoblade 2015 года. Ну ладно. Короче говоря, не понравилась мне эта игра. Давайте следующую. Что следующее? Кто-то хотел Давайте про про Dark Dark Fusion сказать. Игра — это такая ходилка-бродилка по скроллирующемуся уровню за космонавта. Очень похоже, мне показалось, на игру для Commodore, которую мы когда-то, про которую рассказывали, называлась Half-Storm. Вот, то есть там суть такая, что есть уровень, по нему можно ходить туда-сюда, горизонтальный, и что-то такое собрать. Когда собираешь, идешь в какой-то телепорт, и там оказываешься в следующем. Ну, здесь как-то, по-моему, немножко разнообразили. Когда попадаешь куда-то, там еще какой-то подуровень, то ли шутземапа, то ли еще что-то такое. Да, Насколько я такое. помню. Вот. А музыка за авторством известнейшего товарища Бена Даглиша. Ну вот, что касается именно звука в этой вещи, там был использован интересный вот тоже многоканальный проигрыватель за авторством Джона О'Брайена. А мы сказали, что эта игра, это самый, на бипере. Музыка. Думаю, это все услышат сейчас. Да. Да, конечно. Очень хорошо сделано, и даже незаметно, что это вот именно однобитное. Вот-вот. И как раз я хотел сказать по поводу разработки Джона О'Брайена. Я вот раньше уже упомянул Chase HQ. Там тоже его движок, вот этот звуковой, как назвать, движок, синтезатор, проигрыватель, все вот это об одном. Ну, то есть позволяет синтезировать какие-то звуки, да? Да, Не то, что это какие-то сэмплы там или что. если бы не вот эти вот всякие паразитные шумы из-за низкой дискретизации, он бы был бы вполне бы на уровне AY. Основная проблема это шумы и плюс, конечно, ресурсы процессора. Вот. И да, в Dark Fusion, конечно, бипер звучит очень хорошо благодаря этому проигрывателю, ну и мастерству композитора. На ударные обязательно стоит обратить внимание. Ну и мне очень нравится средняя часть. То есть мелодическая часть там слабо представлена, надо признать. Видимо, ресурсов самого проигрывателя уже на нее не хватило. А вот ударный и бас в средней части, вот такой вот он фанковый, на мой взгляд, выше всяких похвал. Мы слушали когда-то на Commodore одну его мелодию к игре Death Wish 3 по фильму. И там тоже что-то такое. И вот в 90-е вот его стиль
подхватили другие музыканты, в том числе мы несколько слушали мелодий музыканта Томаса Деттерта, вот в предыдущем выпуске про Commodore там чуть ли не 3 штуки было. Вот мне они прям вот точь-в-точь вот то же самое, что это Dark Fusion. То есть там была игра Parsec, вот только что вот переслушал, практически один в один. Да, я вот тут еще бы хотел один вопрос затронуть, пока мы про биперы говорим, что вот были разные версии игр еще. То есть для простого спектрума и для спектрума продвинутого, у которого больше памяти, еще что-то. И они отличались. Еще много такого было. Вот игры я смотрел, вот и некоторые версии были и такие, и для 48К, и для 128К, и музыка там другая. Вот, например, Киберноид. Вот там на бипере просто кошмар какой-то звучит. Дверной звонок? Ну да. Нет, дверной звонок это AY, как сказал Тим Фоллин. Ну да, это логично, на 48К был только бипер, а на 128К использовать один бипер это... То есть могло быть так, что игра одна и та же, да, но музыка кардинально отличается вот в этих двух версиях. Больше могу сказать, вот мы уже говорили о том, что AY был еще и в составе Atari ST, Yamaha MSX и так далее, Amstrad. И случалось так, что одна игра выходила на разных платформах, и во всех случаях она, собственно, музыка там воспроизводилась через AY, но отличалась. Вот, казалось бы, для Spectrum и для какого-нибудь там Atari ST один и тот же AY. И почему-то на Atari ST вроде та же самая мелодия, а звучит как-то она по-другому. Не, ну может просто разные порты разные люди делают. Может быть. А вот еще у меня такой вопрос есть. Вот Spectrum из-за своей дешевизны, он был очень популярным, очень продававшимся компьютером, и к нему, наверное, выходило много разных аксессуаров, дополнений и тому подобное. Вот что-нибудь было для апгрейда звуковой части, что, скажем так, со стороны каких-то третьих лиц? Ну, не знаю, назвать ли это апгрейдом или нет, но вот очень интересная вещь была в ZX Spectrum 128. Помимо, собственно, этого AY, была еще одна музыкальная штука. Там был MIDI-интерфейс, который, в принципе, использовался, конечно, очень редко, но даже в Basic была поддержка в команде Play вот этих MIDI-данных. То есть, по идее, Spectrum мог использоваться как, не знаю, как секвенсор для каких-то мощных синтезаторов. Реально кто-нибудь использовал? А вот реально я не уверен, что серьезно использовался. Вообще интересно еще и то, что это, опять же, повторюсь, 85-й год. Если вы помните, Atari ST тоже вышла в 85-м. Да. А что касается каких-то альтернатив, я так понял, AY, да, еще каких-то музыкальных? Ну да, может быть, что-то было. Аддоны там или картриджи. В те времена-то, скорее всего, не было. Я думаю, что максимум там могли какие-нибудь 2 чипа поставить, как это самое... Это вот уже, что называется, в 90-е, 2000-е энтузиасты начали прикручивать еще и FM туда, ямаховский FM-чип. Но это уже как бы другая история, тоже ближе к демосцене. Ну да, мы сегодня все-таки ограничились вот классическими играми, классической музыкой. Наверное, перейдем к следующей тогда, или как? Давайте Firefly. Без проблем. Какую? Firefly. Firefly? Давай, ладно. Раз уж мы про бипер заговорили. Тоже интересная в плане как раз бипера игра. И если вы ее видели, там везде написано Special Effects Software. Такая компания, или команда можно назвать, в которой был штатный композитор Кейт Тинман. Собственно, и звуковой движок написал тоже человек из их же команды, из этой Special Effects, по имени Джонатан Смит. Оригинальное имя. Да. Это все англичане, наверное, да? Да, конечно. Во многих играх их вот этот движок звуковой используется. Что про игру сказать? Я, честно говоря, в нее тоже давно играл. Игра довольно такая непонятная. Хотя она, надо сказать, оригинальная. Но, к сожалению, непонятная. То есть я в нее вот попробовал поиграть и как-то достаточно плохо понял. То есть там играешь за какую-то эту стрекозу, да? Муху. Муха, да. И там несколько есть вариантов игры, то есть там сначала куда-то там нужно попасть на сам уровень, а потом многонаправленный shoot-them-up, такой, на самом деле это не shoot-them-up, но стрелять там можно, что-то вылетает, достаточно качественно сделано, то есть там ничего не глючит, управление отзывчивое, но просто разобраться надо в ней. И, кстати, тоже интересный пример, там же аж 2 композиции на бипере, а не одна, как обычно это бывает. Вообще такие бодрые, такие, рокообразные. Там и барабаны вот хорошие, там не барабаны, ударные. Так, тык-тык-тык. И, да, такая веселая. И, надо сказать, очень такое чистое звучание, да, вот этих шумов, о которых я говорил, и искажений их практически не слышно.
А шумы искажения, они на оригинальном железе или вот все эмуляторы, они тоже это все? Ну, вообще, конечно, зависит от эмулятора, потому что, так сказать, бипер полностью вот так смоделировать прям совсем точно, это не такая простая задача. Но, в принципе, приличные эмуляторы должны более-менее давать результат, близкий к реальности. Угу. А вот насчет плагина, который ты написал, можешь что-нибудь рассказать? Собственно, для чего ты начал вообще это дело? Ну, это было сделано по просьбе музыкантов, как раз с демосцены. И вообще-то это был изначально более серьезный проект. Это должен был быть VST-плагин. Удобная вещь. Представьте, музыканты сейчас пишут в этих трекерах, как там, Vortex Tracker 2 есть такая программка, которой они пользуются. А могли бы использовать нормальный какой-нибудь там, чем они, Renoise там, или Cubase, или еще что-то. Просто плагин загружать и... Загружать плагины, все, и делать все, что им нужно. И все это дело сохраняется в специальный PSG-файл, и можно будет потом это проигрывать, прямо подключать к своему какому-нибудь демо на спектруме. Ну, в такой форме он вообще-то был сделан, но только для внутреннего пользования. А окончательный результат, который можно скачать, это, собственно, плеер для разных форматов спектрумовской музыки. И вот опять же музыканты, те, кто делает свои альбомы, какие-то ностальгические, со спектрума, могу сказать, что да, они пользуются моим плагином, потому что движков таких вот эмуляторов AY достаточно много. Я просто постарался сделать как можно более качественный. То есть это такой эмулятор AY для Hi-Fi варианта, high-end. Что-то вот такое. Понятно. А какие там были нововведения или просто эмуляция? Нововведения? Вообще-то были нововведения для тех, кто хотел представить, как бы можно было бы усовершенствовать AY. И у меня там была как бы аппаратная, в кавычках, возможность менять ширину импульса, то же самое, как это делается на SIDI и на NES-овском чипе. То, что называется шим. Характерный звук, это даже как-то сложно так объяснить словами. Вот. И еще была возможность модуляции огибающей, но это уж совсем специальные вещи, я сейчас говорить не буду. То есть были какие-то такие штуки интересные. Но, знаете, все это усложнение, мне кажется, оно на пользу все равно не пошло. Раз уж мы моделируем какое-то оригинальное устройство, лучше на нем остановиться. Ну, может быть и так, хотя в эмуляторах же популярны какие-то новые функции бывают, которые могут усовершенствовать процесс. То есть, допустим, там в эмуляторе какой-нибудь PlayStation есть возможность включить сглаживание текстур, которого не было в оригинале, и которое делает картинку лучше. С другой стороны, делать это никто не заставляет. Ну да, наверное. Ну, я даже не знаю, что бы здесь могло бы быть аналогом сглаживания текстур. Но то, что я ввел туда вот этот шим, основная проблема оказалась в том, что просто музыкантам сложно было это все использовать, потому что обычные трекеры, в них этого не было. Это нужно было писать специальный трекер и так далее. Понятно. Ну что ж, я предлагаю подвести наш сегодняшний выпуск к концу. Вот, то есть, да, сегодня мы затронули небольшой пласт игр со спектрума, который крайне популярен в нашей стране, для которого до сих пор выходит много игр, не одна-две, а... Сегодня мы рассказали о играх с точки зрения их музыки. Да. Не самые, может, представительные, ну, вот, кроме Fairlight, который, как ты сказал, известная была и... Некоторые игры были достаточно популярны, просто не на спектруме, а вот там Bionic Commando, да. Да, но я думаю, мы вернемся в будущем к теме спектрума обязательно, поэтому... Оставайтесь с нами, да? Будьте готовы. Да. Ну, это был 31 выпуск подкаста allgames.ru. В эфире были Virgil, Эдди Маус и наш гость. Да, спасибо, что пригласили. Пожалуйста. Приходите еще. Обязательно. Пока. Счастливо. Пока.